Друзья, сегодня я приготовил наивкуснейшие закуски на новогодний стол. Рекомендую всем приготовить такие закуски, смотри это видео до конца. Всем огромный привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Ранчо у Санчо. В преддвериях Нового года с вами я хочу поделиться вкуснейшими закусками на новогодний стол. Вот именно такая закуска будет на моем новогоднем столе в этом году. Если же вы не пробовали такие закуски, то настоятельно рекомендую приготовить их в этом году, потому что они очень быстрые, классные, вкусные. Начинку вы сегодня увидите, ну и они разлетятся, я вас уверяю, в первую очередь. Эта закуска очень хорошо подойдет для тех людей, кто может выпить на Новый год. Неважно, будь то это крепкий напиток, либо это шампанское. Даже если кто-то не выпивает на новогодний стол, это очень вкусно, поверьте. Возможно, после салата, возможно, до салата вкусного. После горячего кто-то, возможно, не наелся. Пожалуйста, подойдет вкуснейшая закуска. Поехали же готовить. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями. Второй половинкой попросите ее приготовить. Мамой, бабушкой, неважно. В общем, данный рецепт должен быть на вашем новогоднем столе. Помчали готовить. Первым делом берем хлеб и начинаем его просто раскатывать здесь на доске. Просто его немного приплюснуть обычной скалкой. Раскатали, далее нарезаем на треугольники. И из этого хлебушка делаем вот такой вот конвертик. Чтобы внизу было очень мало места, берем самую простую зубочистку и протыкаем, чтобы он не расползся просто. Вот так вот. Посмотрите, какая красивая корона получается. Вот так вот весь хлеб. Сколько вам нужно, в принципе, бутербродов, столько и делайте. Все эти конвертики выкладываем на противень и отправляем в духовку, просто чтобы они чуть-чуть стали тверденькими, хрустящими и просто классными. Буквально на 5 минут. А теперь подготовим просто обалденную начинку для этих вкусных закусок. Берем сыр, желательно твердый, желательно какой-нибудь с каким-нибудь приятным вкусом. Допустим, Маасдам. Мне сыр очень нравится. Натираем на крупной терке сыр. Теперь отправляем все это в крупную тару. Ну, в какое-нибудь такое, где можно будет намешать. Отправляем сюда буквально 2 зубчика чеснока. Сильно, чтобы не перебить вкус, но и чтобы была небольшая вот такая вот нотка чесночности. И добавляем сюда 2 столовых ложки майонеза. И все это хорошо здесь вымешиваем. Далее берем огурец и нарезаем соломкой. Буквально 5 минут и греночки готовы. Дали немного времени остыть хлебу. Аккуратненько достаем отсюда зубочистку. Берем сыр с чесноком и с майонезом. И аккуратненько начиняем его туда. И отправляем. Делаем небольшое углубление. И вставляем сюда шпротинку. Можно чуть-чуть даже вот так вот придавить. По бокам вставляем 2 солененьких огурчика. И для украшения сюда можно либо листик укропа, либо же, вот допустим, листик кинзы. Вкуснейшая закуска просто получается. Хрустящий хлебушек, чесночный здесь сыр находится, хрустящий соленый огурец, шпротинка и немного зелени. Потрясающе. А как еще это красиво будет выглядеть на новогоднем столе. Для второго рецепта берем тот же самый хлеб. Можно сразу же разрезать на вот такие вот треугольнички. Можно сначала раскатать. Ну, в общем, нужно раскатанный хлеб. Делаем для того, чтобы он стал мягким. Чтобы его легче можно было компоновать. И из него берем кисточку кулинарную, немного воды и смачиваем вот здесь вот края. Сворачиваем конвертик. И вот здесь вот приплюскиваем. Все, вот он и конвертик получается. И вот такие вот конвертики отправляем также на 5 минут в духовку, чтобы придать хрустящесть, хрусткость. В общем, чтобы они были хрустящими и вкусными. Погнали. И теперь подготавливаем. Сейчас протрем тут. И теперь подготавливаем
начинку. А начинка будет из красной рыбы. Какой же Новый год без хорошей, вкусной красной рыбы? Нам нужно сделать филе вот такими вот небольшими кубиками. Ну, к примеру, вот это вот еще пополам. И нарезаем на небольшие кубики. Для заполнителя берем сливочный плавленый сыр. Отправляем его в крупную тару. О, как тянется, его хороший. По ходу дела придется помогать немного пальцем. Если что, можно, конечно, заменить обычным плавленным сыром, но со сливочным это будет гораздо вкуснее. Также берем соленый огурец, и его придется мелко нашинковать. И отправляем все к плавленному сыру. Очень прикольное сочетание. Небольшая кислинка от соленого огурца, хрустит, это прикольно. И плавленый сливочный сыр. Это очень классно. Берем свежий огурец, чистилку для овощей. И вот так вот делаем вот такие вот тоненькие, совсем тоненькие слайсы. Хлеб 5 минут продержался, достаем его отсюда, он уже хрустящий. Выкладываем, чтобы побыстрее остыл. А теперь приступаем к фаршированию. Берем немного плавленного сыра вместе с огурцами. Выкладываем вот сюда вот сверху. Сколько получится, можно туда чуть внутрь запихать. Далее берем красную рыбу. Так вот ее укладываем сверху. Можно даже побольше, чтобы это было гораздо аппетитней. И берем огурчик. Сворачиваем его. Как вам хочется. Ну, как-нибудь красивенько. Какую-нибудь розочку, к примеру, сделать. И вставляем вот здесь вот сзади, где плавленый сыр. Вот она, закуска номер 2. Посмотрите. Рыба, плавленый сыр, огурчик соленый, огурчик свежий. Можно, кстати, сюда также поставить веточку какой-нибудь красивой зелени. Друзья, ну а третье, самое простое, это будет канапешки. Ну а что к канапешкам? Думайте уже и решайте сами. Я, если что, рекомендую взять копченую, сырокопченую, кстати, колбасу, нарезать достаточно такой крупный кубик. Вот так вот и, допустим, вот так вот, чтобы это на канапешке все чувствовалось. Взять сырочек, ваш любимый какой-нибудь вкусненький, и приблизительно таким же кубиком нарезать его. Но это даже будет много, давайте чуть поменьше его сделаем. Также возьмем маслины без косточки, помидоры черри. Но все равно они будут большие, поэтому можно их свободно разделить на половинки. И можно чередовать желтые и красненькие. Так будет более красивее подать на стол. И, конечно же, это маринованные грибочки, шампиньоны. Мариновала моя бабушка. Но они настолько вкусные. Я обязательно выпрошу рецепт столь вкусных шампиньонов и обязательно сниму видеоролик. Ну а далее все просто. Нанизываем, к примеру, сырок. Сюда же нанизываем колбаску. Помидорчик в конце будет, оливка. Забыл совсем, обязательно вот этот вот вкусный грибочек. Но его разделю тоже напополам, чтобы это можно было все за один раз укусить. Маринованный грибочек. И в конце можно помидорку. Посмотрите, потрясающие просто канапешки.
Ну и настал момент дегустации, попробовать столь вкусные закуски. Шпротинка. Здесь сыр, немного чеснока, соленый огурчик. И все это с хрустящим хлебушком. Вы поверить не можете, насколько мне сейчас вкусно. Очень классно. Очень вкусная и оригинальная закуска. Советую, рекомендую. Между первой и второй, как говорится, пойдет шпажка. Можно, конечно, по одному вот так вот все снимать, но у кого большой рот, как у меня, можно сразу же все. Очень насыщенный вкус. Сыра, колбасы, оливки чувствуются. И маринованные грибочки. Насколько же это вкусно. Класс. Ну и, конечно же, не забываем. Чуть не уронил. Кстати, а помните, говорили всегда, маслом вниз падает? Вот он чуть не упал, маслом вниз. Ладно, с сыром, соврал. Ну, в общем, тоже очень классная штука. Очень сливочно. Солененькая рыбка. Солененький огурчик. Проглотил язык, видимо. Соленый огурец. На вашем новогоднем столе такие закуски улетят в первую очередь. Готовьте, наслаждайтесь и удивляйте своих гостей. Друзья, спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем хорошего Нового года, хорошего застолья. Пока.